Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре 56 ТП, тяжелый танк 8 уровня, акционный, за марафон. Да, за марафон, 56 ТП, Кармен де Бизонта, супер. Вот, и прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк, подпишись на канал. Вот. Ну а мы с вами переходим к самому интересному, наверное, к бронированию 56 ТП. Погнали! Итак, господа, коллижен модель нашего 56 ТП. Из-за пушки, посмотрите, какой он длинный. Ну пушка хорошая, точно. Но это мы дальше разберем. Давайте смотреть корпус сначала. НЛД у него очень низкая, под хорошим рикошетным углом. Еще есть такие катки, центральная часть. Ну, давайте глядеть. НЛД. 70 миллиметров, перейденки 155, и конечно же это полный картон, сюда нас сечь будут просто нещадно. Центральная часть 160, вот здесь 158, катки по 184. Все это ослабленная зона, одноклассники 8 уровня, тяжелые танки нас спокойно сюда везде гасят обычными не голдовыми снарядами. ВЛД имеет в принципе неплохой угол наклона, сейчас поглядим на его бронирование. Ага, 158, 175. Ребята, как для тяжелого танка, нас просто вот в такой проекции абсолютно все тяжи будут в корпус рвать. Мы ничего не отобьем. Только если вот так как бы подставить и здесь добавится что-то, да, ну что-то немного добавится, особенно вот здесь. А здесь щека еще сильнее ослабит. Здесь типа щучий нос такой, слабо выраженный. И, соответственно, начинаем так делать, нам сюда секут. Поэтому без вариантов. Люк мехвода вот у нас хороший. Видите, он там под таким диким углом. И у нас здесь получается там 250 рикошет. Это круто. Ладно, теперь касаемо башни. Вот такой формы у нас башня. Давайте маску орудия. Кругляк, как у стола, 200. Приплыли. Маска справа и слева 208, 208. Внизу, да, круто, 500 и прочее, но она здесь закругленная. Но стрелять-то будут сюда и сюда. И по сути, за исключением ИСов 5, ИСов 6 крайсеров, нас сюда обычными снарядами все восьмерки пробивают. В маску прям. Здесь у нас 205 щека рядом с маской, 204. Вот это все бронировано. Тут даже глупо это отрицать, но вот этот огромный овал, он весь пробивается вокруг ствола. Справа и слева. А вот эти места заманы, они такие, да, тут вот щеки башни, да, они все супер бронированы, супер. Подбашенный цилиндр, отсюда, кстати, тоже бьется. Вот только надо сюда вот в угол стрелять, не вот сюда в край, а вот сюда, и тоже бьется. Ну зачем туда стрелять, когда здесь вот такое? Лючок у нас вообще 100 миллиметров, планочка вверху рикошетная, не пробивается. Дайте смотреть боковое бронирование. 80, круто. 80, значит, может танковать, но подставляет подбашенный цилиндр. Значит, при танковании от борта слабое место подбашенный цилиндр. При таком, если видите НЛД все шьется, ВЛД все шьется. Шьется подбашенный цилиндр и шьется справа и слева от орудия по маске и даже чуть-чуть еще вот сюда, в эти щеки. Плюс лючок 100 миллиметров. Короче, больше напоминает бронирование среднего танка. Назвать вот это вот тяжелым язык просто не поворачивается. Так, с броней разобрались. Разработчики здесь что-то напутали. Здесь надо было написать не тяжелый, а средний танк универсальный. Ну, согласно его бронированию. Вот, давайте смотреть его орудие. Благо, что тут есть на что посмотреть. Пушка у нас 9 левела, да, танчик 8, а пушка 9, 122 миллиметра, альфа нормальная, 390, 221 пробитие, хорошее, кстати, пробитие, 252 на голде, нормально, как для восьмерки, тяжи нормально. А вот заряжается долговато для такой альфы, 14,5 секунд. ДПМ нищий 1614, и в боях это очень сильно ощущается. А вот точность у нас как у СТ, причем такой прокачанный хороший СТ. 0.34, время сведения комфортный 2-3 секунды. Еще раз про эту пушку, хорошая альфа, долго заряжается, но орудие реально точное. ДПМ очень маленький, ну что это 1614 на стойке, но все равно.
Теперь смотрим здесь. Вездеходная ходовая во втором блоке. Еще можно улучшить точность при сведении в 2.17 станет. Пофигу, нормально. Звукоизоляцию в пятом блоке. Вторым слотом берем обязательно мобильность. На этом танке нельзя ездить без турбины. Вы всегда ставите сюда досл, вы ставите турбину, а вот вместо закалки, как у меня, можете поставить вентилятор, например. Еще даже улучшенный прицел, потому что это все-таки, на мой взгляд, не тяжелый, там полутяжелый, полу-СТ, среднее какое-то звено. Вот. Досл и турбина здесь стоят всегда, а дальше что хотите ставить. По снарядам основной ББХ летит косарь, нормально. Голда подкалиберный летит 1267, вообще very best. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Вот, 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в табличке. Теперь касаем по плюсам и минусам. Огневая мощь. Ребят, у нас есть УВН минус 9. Ура! Только у нас нет брони рядом с этим стволом. Ладно, сначала огневая мощь. УВН есть, хорошая точность есть, комфортное время сведения есть, нормальная альфа есть, но у нас, ну, кстати, вот уже быстрее заряжается для такой альфы. Ну у меня здесь еще инструкция на досл. Угу. Ну, 11.39 уже нормально, но это плюс инструкции до паёк. Без этого будете уже мучиться. ДПМ, да хотя, что я лгу. ДПМ 2055, такое себе. Короче, точное, хорошее орудие, редко заряжающееся, со всеми вытекающими. 1600 хп, ребят. Ну что это такое? Ну что это такое? Могли бы хотя бы побольше-то дать чутка. Ох. Мобильность. 42 вперед. И это с турбиной. А учитывая его бронирование, очень странным кажется, что он так медленно едет. Вот лично для меня 14 назад 15 лошадей на тонну. Свою максималку, несмотря на то, что у нас больше 15 лошадей на тонну, он все равно очень медленно набирает. Танк по подвижности в этом смысле очень тугой. И обзор у нас 428 метров, ну по сути чуть больше, чем в среднем по 8-му левелу тяжелых танков. Еще раз, у нас неплохой обзор, у нас просто задроченная подвижность. У нас нет брони, у нас мало хп. У нас хорошее орудие, но оно долго заряжается, к сожалению. Вот такие вот эпитеты применимы к этому танку. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте поглядим, собственно, на что способно это точило. Погнали. Так, господа, обзор боем. 56 ТП. Польский тяжелый танк. Акционный 8-го левела. За марафон. Кармен де Бизонта. Видите надпись? Очередная итерация Бизона в польском варианте исполнения. Попали к десяткам и девяткам. Мы внизу списка. Да, сетап, конечно. Жесткие маусы всякие. Так, а что, сюда никто не поехал? Прикольно. Мне нужна помощь. Помощь — это хорошо, то, что тебе нужно. У нас все бросили этот фланг.
2 шотика есть, чуть-чуть насветили. Куда ты поехал? Покиньте позицию. Есть. Поехали вперед. Нет бы приняли их спокойно тут. Без нервов, что называется. Надо в ВК уезжать. Все, в ВК труп. Ой, у них там фош есть. Ой-ой-ой, плохо-то как. Ну, 2К дали, ладно, сумма 2400. Ну, это мало. Не знаю, получится еще пострелять. Вот танк супер. КПЗ. Тоже себе взял. Хороший, да. Вот это танк. А у нас так. Сейчас нас встретят профессионально. Все, готов. Маус сдался. Все, всех победили. 3К дали, 500 насветили. Мы герои, да. 3500 для восьмерки этого класса. Медленный аппарат, медленный. Подвижности ему прям пипец как не хватает. Без турбины на нем невозможно играть будет, это 100%. Просто 100%. Вот в бою против десяток воевали, да. Третье почетное место. Вот имба. 6200. А у нас постыдные 3К. 3500 за светом, да. Ребят, как по мне, тачка достаточно интересная по орудию, но совсем не интересная по подвижности и по бронированию. Вот, как по мне.
У кого, кто взял за марафон, пишите, какое вы используете оборудование, как вам танк в целом. Я по 5-бальной системе ему ставлю 4 с минусом, поставил бы 4 за пушку, если бы не так все было плохо с подвижностью. Не знаю, прям угнетает, да и бронирование какое-то прям супер странное. Ладно, прожимайте лайки, подписывайтесь на канал, вот. До скорых встреч в новых обзорах. Пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.